Привет, дорогой Даив. Я слышал, что ты планируешь сделать видео про этногенез азербайджанцев. Так вот, у меня есть к тебе просьба. Мне нужно, чтобы ты доказал, что азербайджанцы – это потомки кочевых тюрков, агузов и сельджуков. Но при этом азербайджанцы – это коренные кавказские албаны и живут на Кавказе 5000 лет. А еще азербайджанцы жили в ираноязычной Мидии и Антропатене. Вообще, если честно, это мы создали Иран. Вот все это скомпонуй красиво, как ты умеешь, чтобы получилось, что тюрки-азербайджанцы пришли в XI веке и захватили иранских азербайджанцев, а потом все вместе подчинили кавказских азербайджанцев. Сможешь так? Господин Алиев, это же полнейшая чушь, такое никто не сможет доказать. 100 000 манат. Конечно, это возможно, господин Алиев. Elbette bu mümkündür Cenab Aliyev. Bütün delillerini saygınca olacak. Довольно часто можно услышать, как кто-то хвалится тем, что знает свою генеалогию аж до 7-го поколения. Насколько сильным является этот довод? А что если я вам скажу, что вы ничего не знаете о своей генетике? 7 поколений — это меньше, чем 200 лет, то есть последний из вашей фамилии, о ком вы, возможно, слышали, жил в начале 19 века. А что было до этого? 500 лет, 1000 лет назад? Вы этого не знаете, зато знают ваши гены. Вся ваша база данных находится в ДНК. В этом видео мы исследуем национальность, чей этногенез буквально овеян мифами и легендами. Кто-то считает их кочевниками из азиатских степей, кто-то местными кавказцами, что забыли свой язык. Но сегодня мы попытаемся дать ответ на эту головоломку. Обязательно оставайтесь до конца, чтобы узнать все детали. Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей найти это видео. Также вы можете оказать финансовую помощь по ссылке в описании. А мы начинаем. Этот выпуск будет особенно большим и насыщенным, потому для удобства я поделил его на несколько сегментов. В каждом из них будет подаваться свой тип данных, хоть и на одну и ту же тему. Советую вам изучить все от начала до конца для понимания всех деталей и возможности сложить объективное понимание ситуации на выходе. Но если для вас скучны документы или какой-то из сегментов, вы можете включить следующий, все тайм-коды в описании. Итак, после необычайно длинного вступления, где я готовлю вас к тому, что вы услышите позже, мы исследуем показания этнологов 19-20 века, а также мнения ученых на основании внешности азербайджанцев. В следующем сегменте будут показаны генетические тесты последних десятилетий, и вы сможете сопоставить полученные итоги. Дальше мы узнаем, что думали сами азербайджанцы о своем наследии и как этот взгляд с годами менялся. Последние два сегмента будут служить подведению итогов, где мы все полученные данные соединим воедино, а заключительную часть я посвятил фанатизму. Эта часть будет полезна всем без исключения. Ну что ж, поехали. Кавказ является одним из наименее изученных независимой наукой мест, но тем не менее изобилует наличием мифов и навязанных клише по отношению к живущим тут людям. Одним из наиболее значимых способов можно назвать попытку отделить часть кавказцев от остальных путем социальной стигматизации. Что это значит? Небольшая аналогия. В V веке племена англов и саксов, покинув южную часть нынешней Дании, а также земли Шлезвиг-Гольштейн, высадились в Англии и обосновались там. Спустя века путем военного и политического подчинения, а также лингвистической ассимиляции местных, большая часть жителей Великобритании называет себя англичанами и общается на английском языке. Все ли из нынешних англичан это потомки англов и саксов? Конечно, нет. Люди это понимают и относятся к данному факту как к естественному ходу событий. Никто не называет англичан понаехавшими и не указывает им, что их исконная земля находится в Дании, потому что как минимум сейчас это уже не имеет никакого значения, а как максимум какая-то часть англичан это те же местные кельты, только поддавшиеся ассимиляции и сменившие язык общения. Таких аналогий на нашей планете великое множество, но не везде к этому относятся так, как в Англии.
Допустим, на Кавказе, где есть национальности, чей язык общения не имеет ничего общего с соседями автохтонными. Не только в быту, но даже от политиков иногда можно услышать, что кто-то является понаехавшим, а клише типа «алтайские кочевники» или «индийские цыгане» стало чем-то обыденным в попытках задеть оппонента за живое. Так вот, деление кавказцев на настоящих, чистых и автохтонных, в отличие от понаехавших кочевников-чужаков, это и есть социальная стигматизация. И сегодня мы попытаемся выяснить, насколько эти чужаки действительно чужие для своих соседей. Логично, если вы задумаетесь над тем, что думают на этот счет сами азербайджанцы, кем они себя считают. И уже на этом этапе у нас возникают сложности, так как единого мнения нет даже в азербайджанском обществе. Кто-то называет себя потомком кочевых племен типа агузов, кыпчаков или сельджуков. Кто-то считает себя наследником кавказских алпан. Есть и те, кто ведет возникновение своей фамилии от талышей или татов, а следовательно, не относят себя ни к одному из вышеуказанных этносов. Чаще всего такие особенности объясняются местом жительства, даже внешне азербайджанцы могут значительно отличаться. Все это стало фундаментом для возникновения мифа об искусственности азербайджанской нации, но сегодня мы все это выясним. Ставьте лайк, мы начинаем наше путешествие. Для начала давайте ознакомимся с тем, какое описание оставили нам этнологи 19-20 века. Учитывая, что генетика, ДНК и этнология – это понятия довольно новые, большинство описаний относятся к годам, когда земли нынешнего Азербайджана уже были в составе российского государства. Потому логично, что подобных описаний жителей Южного Кавказа из 15-16 века найти фактически невозможно. В любом случае, в следующем сегменте мы сопоставим имеющиеся у нас данные с итогами генетических исследований наших дней и увидим, насколько точными были сведения ученых минувших столетий, или же они абсолютно ошиблись в своей оценке касательно этногенеза азербайджанцев. Татары Бакинской губернии не представляют по своей наружности ничего общего, типического. Начиная от широкоскульных кривоглазых лиц монгольского типа, встречающихся, впрочем, весьма редко, до самых благообразных форм индоевропейской физиономии. Так как тюркские и монгольские племена, завладевшие Нижнекуринской плоскостью, как и все вообще кочевники, были весьма малочисленны в сравнении с оседлыми жителями покоренного ими края, то они, принудив побежденных к принятию веры, языка и образа жизни победителей, незначительно лишь изменили физические свойства народонаселения. Таким образом, большинство татар Бакинской губернии не что иное, как отатарившиеся древние обитатели края. В состав же нового народа азербайджанских татар вошли представители разных рас человеческого рода. Главным элементом послужили на востоке губернии индоевропейцы иранского племени. В пределах Шамахинского уезда вошли в состав нынешних татар албанцы, вероятно удины. В горах и предгорьях Кавказского хребта заметна еще одна народность – аравитяне, носящие название арабы. Татары Бакинской губернии в нравах и обычаях более сходны с иранцами-персиянами, чем с тюрками. Весь склад их мыслей, образования, поверья заимствованы из Персии. То же самое скажем и об образе их жизни и одежды. Списки населенных мест Российской империи. Бакинская губерния, 1870 год. По форме черепа персы, курды, азербайджанцы вообще представляют значительное сходство. Энциклопедический словарь Бракгауза и Ефрона, 1898 год. В XIX веке их считали генетически смешанными местными жителями, а отличие от соседей в языковом плане объяснялось ассимиляцией. В энциклопедиях отмечалось, что если бы не язык, относившийся к так называемой алтайской семье, то в остальном азербайджанцы во всем походили на своих соседей. Тюрко-татары – это термин, синонимный слову тюрки. Происхождение и значение этого термина требует пояснения. Дело в том, что под словом татары обозначают совокупность совершенно различных по языку и расовым признакам народов – монголов, тунгусов, тибетцев, тюрков. Некоторые ученые предлагали видоизменить терминологию некоторых татарских народностей, которые в соматологическом отношении мало имеют общего с тюрками. Назвав, например, азербайджанских татар по типу иранцев азербайджанами, алтайских татар скорее финнов, чем тюрков, алтайцами и так далее. Но это пока не привелось.
Тем более, что по историко-этническим судьбам тюркского племени язык является главнейшим расовым его признаком, иначе пришлось бы исключить из его состава и турок-османов, часть туркменов и многие другие народности. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, 1901 год. Азербайджанцев называют татарами, но это совершенно не точно, если относить притом татар к монгольскому племени. По основному происхождению азербайджанцы, тюрки, туранцы, кровные родственники древних агузов, сельджуков, современных турок и курдов. Кавказ, 1904 год. Как видите, описание довольно отличается, и в последнем случае не совсем понятно, почему в один список ставят и агузов с сельджуками, и курдов, ведь это абсолютно не похожие внешне типы. В любом случае, мы должны ознакомиться со всеми позициями на эту тему, и сейчас мы узнаем, изменилась ли оценка этногенеза азербайджанцев в советскую эпоху. Происхождение азербайджанцев – вопрос сравнительно ясный. Это народ смешанного состава. Древнейший слой его составляет очевидно аборигенное население Восточного Закавказья, Каспии и албанцы, возможно также медийцы Северного Ирана. Это население в связи с культурным преобладанием в эпоху сасанидов было иранизировано, а в XI веке, в годы сельджукского завоевания, началась его тюркизация. Этнография народов СССР, 1958 год. Должен вас подготовить, в следующем источнике вы услышите такое понятие, как индо-афганский тип. Не пугайтесь, пускай оно не вводит вас в заблуждение, это всего лишь название, используемое для людей, живущих от месопотамской низменности до долины Инда. К самой Индии и Афганистану оно имеет довольно косвенное отношение. Почти во всех классификациях азербайджанцы относятся к северным вариантам индоафганской расы, типичные представители которой расселены в Афганистане и Северной Индии. От других рас южной ветви европеоидов индоафганцы отличаются темной пигментацией и относительно слабым развитием волосяного покрова на лице и теле. Обширные исследования на территории Азербайджана не выявили ни в одной из территориальных групп сколько-нибудь заметной монголоидной примеси. В то же время общеизвестно, что к XII-XIII веку относится смена аборигенным населением Азербайджана коренных языков на тюркский разговорный язык, в результате неоднократных вторжений тюркоязычных кочевников. Они не принадлежали к индоафганской расе и имели в своем составе монголоидную примесь. Таким образом, переход на тюркскую речь не сопровождался сменой физического типа и заменой местного населения, потомков этнических групп Древней Мидии новыми пришельцами. Глубокие и древние этнические связи азербайджанцев выявляются и этнографическими материалами. Что же касается их признания в историко-этнографической литературе, то они сейчас не вызывают сомнений. Советская этнография, 1968 год. Подводя небольшой итог, можно заметить, что ни в XIX, ни в XX веке азербайджанцев чаще всего генетически не относили к кочевым племенам агузов и сельджуков, а лишь указывали на языковую ассимиляцию местного населения. Проблема появления тюркского населения в Закавказье еще сложнее. Можно признать, что отдельные тюркские этнические группы попадали сюда на всем протяжении второй половины первого тысячелетия нашей эры, а может быть и раньше. Однако не они изменили этнический облик Восточного Закавказья и положили начало сложению современного азербайджанского тюркоязычного народа. Причиной перемен явилось нашествие агузов в XI веке. Агузы в X веке, обитавшие к северу и северо-востоку от Хорезма, в первой половине XI века начали интенсивно проникать в Хорасан. С основанием Сельджукской империи агузы распространились по всему Ирану, но особенно интенсивно обосновывались в Малой Азии и нынешнем Азербайджане. В этих областях царила наибольшая этническая пестрота, и потому тюркизация нашла подходящую почву. Показательно, что в Иране рядом с азербайджанцами до сих пор существуют близкородственные им группы тюркского населения, этнически все еще самостоятельного. На территории же нашего Азербайджана такие группы исчезли, полностью слившись с азербайджанцами. Пути развития феодализма, 1972 год. Начиная с XI-XIII века, с эпохи сельджукского и особенно монгольского завоевания, происходит процесс распространения тюркских языков в северо-западных областях Иранского Нагорья, в Азербайджане.
Ираноязычное население этих областей переходило постепенно на тюркскую речь, и лишь относительно небольшая часть этого населения сохранила до наших дней свои иранские языки, татский, талышский и диалекты северо-западного Ирана. При этом ираноязычное население, как правило, двуязычно, и наряду с родными своими языками владеет азербайджанским. Основы иранского языкознания, 1979 год. Также у нас имеются более новые книги на эту тему, но все еще относящиеся к советской эпохе. Азербайджанский ученый Касимова в своей монографии «Антропологические исследования современного населения Азербайджана» уверенно приходит к заключению, что среди местного населения примесь монголоидных элементов отсутствует совсем, либо весьма незначительно. Это обстоятельство указывает на то, что пришельцы антропологически растворились в массе численно их превосходящего местного населения. Попытку фиксировать как в составе северных азербайджанцев, так и в составе изученной нами группы иранских азербайджанцев элементы иных антропологических типов, в частности монголоидного, не дали какого-нибудь результата. Продолжавшийся почти 13 веков приток, инфильтрация, вторжение и нашествие тюркоязычных племен в Азербайджан. Смешение их с местным автохтонным населением не привели к каким-либо коренным изменениям антропологического облика азербайджанцев, которые были и остались принадлежащими к большой европеоидной расе. В противовес этому пришлые тюркоязычные племена не только сохранили свой язык, но смогли широко распространить его среди автохтонного населения. Монголоидные черты пришельцев-тюрок растворились окончательно и почти не обнаруживаются ни у азербайджанцев, ни у анатолийских турок. Азербайджанцы, этногенез и формирование народа, 1990 год. А сейчас давайте ознакомимся со статьями в энциклопедиях, ведь это официальные источники научного сообщества, а не только мнение одного исследователя. В эпоху упадка халифата начинается постепенная инфильтрация тюркских элементов в Восточном Закавказье. Коренное население албанцы или подвергается уничтожению, или оттесняется в горы, чаще же всего смешивается с завоевателями. Окончательно тюркский азерский элемент утвердился в восточной части Кавказа в результате так называемого монгольского нашествия XIII века и последующих завоеваний Тамерлана, туркменов, турок-османов и других. Большая советская энциклопедия, 1926 год. Азербайджанцы имеют смешанное этническое происхождение, самым древним элементом которых является местное население Восточного Закавказья и, возможно, ираноязычные медяне, проживавшие на территории современного Ирана. Это население было персизировано в период правления династии сасанидов в Иране. Началом тюркизации населения можно считать завоевание региона сельджуками в XI веке и продолжающиеся потоки миграции тюркских народностей в последующие века, в том числе тех, которые переселились в период монгольских завоеваний в XIII веке. Энциклопедия Британика. Азербайджан оставался иранским даже после его порабощения арабами в середине VII века и обращения в ислам. В течение XI века появившиеся в регионе сельджуки слились с коренным населением, а персидский язык был вытеснен тюркским диалектом, превратившимся в дальнейшем в азербайджанский тюркский язык. Encyclopedia of Russian History. А вот и самая долгожданная часть этого видео. Убежден, вы зашли сюда, чтобы узнать именно итоги генетических исследований. На самом деле их пока не так много, как хотелось бы, и большое количество исследований ожидает нас в будущем, но давайте ознакомимся с тем, что мы уже имеем на данный момент. В результате анализа работ была составлена общая оценочная таблица по разнообразию субкладов ДНК. Оценка значимости коэффициента конкордации с помощью критерия согласования Пирсона показала высокую достоверность результатов. Разумеется, указанные результаты по разнообразию субкладов являются предварительными, и их нельзя рассматривать в качестве окончательного портрета ДНК современных азербайджанцев. Для более глубоких выводов необходимы дальнейшие исследования как в Азербайджанской республике, так и в сопредельных регионах. По полученным оценкам, примерно 55% генофонда составляют гаплогруппы, связанные с заселением Закавказья в мезонеолитическую эпоху,
около 20% охватывают восточноевропейские субклады и 18% это гаплогруппы центрально-азиатского происхождения. Исследование 2018 года, Алиев, Ибрагимов, Халилова. Если сказать то же самое обычными словами, то вывод следующий. 55%, то есть большинство азербайджанцев, это местные жители Южного Кавказа, живущие здесь с эпохи каменного века, то есть тысячи и тысячи лет назад. Еще 20% охватывают довольно объемный пласт этносов, но, судя по всему, костяк этой части нации составляют индоевропейцы. А вот что касается азиатов, к коим и относились племена агузов, кыпчаков и сельджуков, то их было найдено около 18%. Согласно этим исследованиям, лишь каждый пятый азербайджанец генетически имеет отношение к завоевателям-кочевникам из Азии. Остальные же это местные кавказцы, курды, талыши и таты, что сменили язык, гласит исследование 2018 года. Анализ ДНК показал, что армяне, говорящие на индоевропейском языке, и тюркоязычные азербайджанцы более близки генетически с другими народами Кавказа, которые говорят на автохтонных языках, чем к другим индоевропейским или тюркоязычным народам соответственно. Таким образом, армяне и азербайджанцы являются собой пример смены языка общения. Исследование 2002 года, Керимов, Насидзе, Саркисян и Стонекинг. Исследования показывают, что генетически азербайджанцы близки к соседям-кавказцам, а не к азиатам, имеющим похожий язык. Процесс распространения тюркского языка происходил за счет небольшого числа мужчин, которые принадлежали к политической элите и оставили весьма слабый генетический след в популяции. Исследование в Иране, 2011 год. Из этого документа видно, что генетические данные кочевых азиатских племен почти не оказали существенного влияния на местных жителей, и основная смена самоидентификации имела место только за счет смены языка общения с захваченным населением. Одной из частых гаплогрупп кумыков и азербайджанцев является переднеазиатская гаплогруппа J1M267. Именно эта гаплогруппа является характерной для автохтонных народов Дагестана, составляя в среднем 72% и варьируя от 43% у лезгин до 98% у кубачинцев. Второй по средней частоте гаплогруппой в указанных популяциях является гаплогруппа J2M172, она выявлена 22% у азербайджанцев и 12% у кумыков. В других популяциях Восточного Кавказа эта гаплогруппа редка, однако в популяциях Центрального Кавказа она распространена широко. Максимума она достигает у народов нахской группы, 79% у ингушей и 55% у чеченцев. Тюрки Кавказа. Сравнительный анализ генофондов по данным о Y-хромосоме, 2013 год. Довольно большая часть кумыков и азербайджанцев являются носителями гаплотипов J1 и J2. J1 является основной для многих автохтонных дагестанцев, а J2 типично для ингушей, чеченцев, грузин и лезгин. Это показывает генетическую близость с местным автохтонным населением. Но тогда откуда появился миф об алтайских кочевниках? Сейчас мы изучим, как все было. Bir millet, iki devlet. Одна нация, два государства. Эти слова знает, пожалуй, каждый человек в Азербайджане. Большинство населения считает себя потомками великих кочевых племен, поставивших на колени половину Азии. То там, то тут можно услышать о великом наследии великих завоевателей великой эпохи. Ни одно выступление Алиева не обходится без напоминания о славных достижениях, а мысль о том, что от Якутии и Алтая до Египта это все земля наших великих отцов, не выходит из головы людей, использующих слова из так называемой алтайской языковой семьи. Но всего минуту назад вы узнали, что в лучшем случае каждый пятый, а то и того меньше, может считать себя потомком тех самых завоевателей. Подавляющая часть азербайджанцев вообще никакого отношения к ним не имеет. Так в чем же тут дело? Давайте узнаем, какое мнение на этот счет было у азербайджанских ученых всего 60 лет назад. Обратимся к вопросу о том, как назывались азербайджанцы в различные периоды своего развития. Название тюрки никогда не приписывалось какому-либо определенному народу, а всегда играло роль собирательного названия для целого ряда тюркоязычных племен, точно так же, как объединяющее название славяне. Именно в этом смысле и употребляется название тюрки, как в архонских надписях,
так и в известном словаре Махмуда Кашкарского «Сборник тюркских слов XII века», и там это название употребляется только как собирательное. Известный поэт XV века Физули идет в этом вопросе дальше. Слово «тюрки» он не употребляет, вместо этого он говорит «дети тюрок». Лишь в одном месте он употребляет слово «тюрки», и то лишь в сопоставлении с другими иноязычными народами – арабы-фарсы. В тех же случаях, когда древние авторы, в том числе и Физули, хотят сказать о конкретной части тюркоязычного населения, занимавшего территорию то ли Азербайджана, то ли другой страны, они пользуются исключительно племенными названиями. Неудивительно поэтому, что термин «тюрки» не находит себе применения у позднейших авторов и писателей Азербайджана. Так, например, придворный поэт карабахского хана Вагиф делит Азербайджан только по кочевым племенам Л. А классик азербайджанской литературы Мирза Фатали Ахундов пользуется в применении к азербайджанцам только такими названиями, как кавказцы, мусульмане, татары. Особенно показательно то, что поэт Сабир, обращавшийся со своими сатирическими произведениями к широким массам трудящихся, употреблял по отношению к азербайджанцам только название мусульмане, несмотря на то, что в его время уже появилось название тюрки. Сабир игнорировал этот термин, потому что этот термин действительно был чужд и непонятен азербайджанскому народу. Как же себя называл азербайджанский народ? В этом вопросе мы не имеем единого общего ответа. Например, полукочевники называли себя по имени рода или племени, к которому они принадлежали. Отсюда такие названия, как Афшары, Текели, Кенгерли, Айрумы. Оседлое же население называло себя по территориальному признаку, как, например, ширванцы-карабахцы, шикинцы, кубинцы и бакинцы. Наряду с этим существовало название по религиозному признаку – мусульмане, которое уже выходило за рамки понятия общности как собственно азербайджанцев. Оно включило лезгин татов, курдов и талышей, хотя каждый из этих народов правоверным мусульманином считал только себя. Название тюрки в применении к азербайджанцам не было известно ни древним авторам, ни самим азербайджанцам, ни соседним народам. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана, 1960 год. То есть, по словам писателя и поэта XIX века Ахундзаде, тогда какой-то особой связи с Азией азербайджанцы не чувствовали, а называли себя кавказцами или мусульманами. То же самое можно было сказать и о внешнем облике, что мало как отличался от соседей и совсем не был похож на тех самых алтайских кочевников. Если мы к тому добавим, что в составе татаро-монгольских завоевателей собственно монголов было незначительное количество, то поймем причину, почему среди местного населения Азербайджана примесь монголоидных элементов отсутствует совсем либо весьма незначительно. Поэтому и численность оседавших в самом Азербайджане тюркоязычных племен и возможное наличие у некоторых групп этих пришельцев небольшой монголоидной примеси не могли внести каких-нибудь значительных изменений в антропологическом облике автохтонного этноса Азербайджана. Из характеристик жителей Азербайджана, относящихся к первой половине XIV века, нетрудно видеть, что физический тип как автохтонного населения, так и пришлых тюркоязычных племен, а может быть отюреченных по языку тех же местных жителей, никаких признаков монголоидности не имел. Азербайджанцы, этногенез и формирование народа, 1990 год. Но в начале 20 века в Азербайджане появляется особое самосознание в угоду желательным политическим связям. Этот момент описан в книге азербайджанского ученого, бывшего свидетелем описываемых событий. Происхождению названия тюрки мы обязаны реакционнейшей части азербайджанской буржуазии, ориентировавшейся на Турцию. Именно при посредстве этой группы реакционеров здесь свили себе гнездо турецкие эмиссары, просвещавшие сынков бакинских лавочников в том, что азербайджанцы тюрки. Но тюрки не настоящие, язык у них испорченный, что своей культуры у них нет, что они грязные тюрки и что они лишь придаток великого турецкого народа. Название тюрки было введено не для того, чтобы объединить всех азербайджанцев и разбудить у них национальное самосознание, а наоборот, чтобы унизить этот народ и показать его полную непригодность вне османской культуры. Этот термин подхватывает и армянская буржуазия, пытаясь этим способом в целях разжигания национальной вражды перенести на азербайджанцев ненависть армян к Турции, прославившей себя неоднократным истреблением армянского населения. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана,
1960 год. Эта книга была написана в советскую эпоху, и сейчас кто-то может возмутиться, что в ней излагается искаженное мнение о событиях начала 20 века. К вашему вниманию книги нынешних азербайджанских ученых, где они полностью согласны со всем сказанным выше. К моменту начала войны в Персии находились русские и английские войска. Русские войска были расквартированы в иранском Азербайджане, Хорасане, Геляне, Мазиндиране. Внутриполитическое положение Ирана было сложным. Иранское правительство не имело твердой политической линии и лишь балансировало между воюющими державами. В стране под влиянием турецких агентов усилилась панисламистская и пантюркистская пропаганда. Шиитское духовенство призывало к джихаду против России. Иранское правительство выступило с требованием вывода русских войск из Ирана. Русские войска отошли к российской границе. Это позволило турецким отрядам занять ряд иранских городов. Иран. История, экономика, культура. Салех Алиев. А ведущий ученый Айдын Балаев даже описал появление идеи объединения всех национальностей, исходя из языка общения, и как эти мысли тогда толкались в массы. В условиях, когда даже многие представители интеллигенции были плохо осведомлены о происхождении и истоках собственного этноса, Гусейнзаде открыто заявлял: «Мы тюрки, и поэтому надеемся на прогресс, процветание и счастье всех тюрков мира». Все усилия Гусейнзаде были направлены на формирование и развитие тюркского национального духа у азербайджанцев, на преодоление в их среде лени и пессимизма, порожденных отсутствием у них конкретного идеала. По убеждению Гусейнзаде, этим идеалом не только для азербайджанцев, но и для всего тюркского мира должно было стать создание Турана, некой идеальной родины, являющейся союзом тюркских народов. Гусейнзаде даже определял конкретные границы Турана. В статье «Задачи тюркского языка в сфере культуры» он писал: «Туран начинается с реки Лены, протекающей по отдаленным северо-восточным регионам Сибири и Маньчжурии, затем пролегая по Алтайским, Каракарумским, Памирским, Гиндукушским, Кавказским и Крымским горам. Доходит до западной части Балкан, а по широте подавляющее большинство населения, занимающее территорию северной конечности Уральских гор до больших пустынь Африки, говорит на тюркском языке. Азербайджанская нация – основные этапы становления на рубеже XIX-XX веков». Нехилый у него аппетит, да? Чтобы вы лучше понимали ситуацию, Алибек Гусейноглы Гусейнзаде, упоминаемый в этой книге, это очень влиятельный человек тех лет. Являясь османским подданным и живя в Стамбуле, он вынашивал планы о Бир-Миллет и Ки-Девлет еще до того, как вы это услышали из уст Алиева. Его можно считать отцом-основателем всего того наследия кочевых племен, что сейчас есть в Азербайджане. К слову, флаг, известный нам сегодня, тоже был создан Алибеком. Узнаваемый сейчас полумесяц со звездой тогда еще использовался исключительно османами и являлся их символом. Потому появление точно такого же знака недвусмысленно давало понять, на кого возлагались надежды и кто должен был стать главным союзником Азербайджана. Но в 1920 году Баку был взят большевиками, и последующие 70 лет он находился под опекой Москвы, хотя это и не значит, что идеология была окончательно забыта. В советском Азербайджане ученые ломали голову, как найти доказательства, что они потомки великих кочевников. Выдвигаются гипотезы о более давнем заселении на Южном Кавказе, но доказательная база настолько слаба, что даже не поднимается на обсуждение в научном сообществе. Хотя в одной из советских книг мы можем найти ответ на подобные попытки. Вопрос о времени появления тюркского населения в Закавказье в последнее время очень занимает историков Азербайджана. Соглашаясь с тем, что отдельные группы тюрок могли попасть сюда очень рано, хочется, однако, обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, азербайджанский язык относится к агузской группе тюркских языков, тогда как хазары и прочие тюрки, о проникновении которых в Закавказье можно говорить до XI века, принадлежали к совсем иным типам тюркской языковой семьи. Язык хазар, вероятно, был близок к языку волжских булгар, потомком которого является чувашский, весьма далекий не только от агузских, но и от кыпчакских языков. Во-вторых, и это главное, конкретные данные источников ничего не сообщают о сколько-нибудь значительном и устойчивом массиве тюрок в Азербайджане, без чего о сложении народности говорить не приходится. Пути развития феодализма, 1972 год.
Сейчас же, помимо многочисленных данных ученых, мы имеем и генетические исследования, что отметают любую попытку доказать наследственность основной массы населения от агузских, кыпчакских или иных кочевых азиатских племен, что якобы жили на Кавказе до известного нам массового их нашествия из Азии. Генетически подавляющее большинство азербайджанцев никакого отношения к монголоидному типу не имеет и живет на этой земле многие тысячи лет. Из документальных сведений античности нам показывают лишь косвенные, неубедительные упоминания кочевников около Кавказа и безапелляционно почему-то относят их к тюркоязычным, как будто это единственные кочевники на нашей планете. Сейчас где-то пловом подавился кочующий пуштун или удивленно отложил свою ягнятину бедуин. Доходит до того, что если у какого-то путешественника найдут даже сомнительное описание небольшого табуна около Кавказа, то это уже выставляется как несомненное доказательство автохтонности любого этноса, использующего в обиходе алтайские языки. Был бы человек, а статья найдется, как было сказано некогда. Но если эти гипотезы настолько несостоятельны, тогда почему в двух этих государствах по сей день подобное изложение этногенеза является официальной линией власти? Политика. Вещь довольно скользкая. К тому же не нужно считать официальную позицию как мнение всех азербайджанцев. Мы не можем знать, сколько людей согласны с подобным подходом, так как Азербайджан занимает 167 место из 180 по свободе слова. Я более чем убежден, что как и 60 лет назад, так и сейчас большинство ученых отлично понимают, что к чему, но сказать они этого не могут. Такое объяснение этногенеза идет не столько из Баку, сколько от западного влиятельного союзника, и оно понятно почему. Исторические источники и этнографические материалы свидетельствуют о том, что агузы и другие тюркские племена, начавшие проникать в Малую Азию, по-видимому, в середине XI века нашей эры, интенсивно смешивались с местным населением. Изучение современного турецкого языка выявляет довольно значительное число субстратных элементов греческого происхождения. Антропологические данные показывают, что турки генетически близки к армянам, персам и древнейшему населению Передней Азии. Сейчас вы знаете, что писали этнологи 19-20 века. Вы увидели итоги генетических исследований, а также мы выяснили, с какой политической целью официальными властями навязывается единая идентичность под началом тюркоязычных национальностей. Всегда лучше себя чувствовать наследником победителей и завоевателей, чем потомком тех, кто под влиянием ассимиляции сменил самосознание. Самый подходящий момент, чтобы скомпоновать все воедино и составить последовательность этногенеза азербайджанцев. Изначальной базой для дальнейшего объединения послужили албанские и медийские племена. До появления здесь кочевых племен агузов-сельджуков значительная часть населения уже сближается с персидской идентичностью. Археологические данные позволяют говорить о культурной близости между албанами и медийцами уже в VI-V веке. Исследование курганов и грунтовых могил в Мингичиуре показало однородный характер ряда памятников из обихода знати и предметов индийского и персидского происхождения. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании, 1959 год. После же массового появления азиатских племен многочисленное местное население было вынуждено становиться двуязычным для облегчения себе жизни в новых условиях. Это был начальный этап ассимиляции. Когда мы говорим об исчезновении старых этнических групп, то имеем в виду, конечно, не само население. Как правило, оно не только сохранялось, но количественно даже могло преобладать над пришельцами, принесшими новый язык. Однако в результате этнического синтеза прежнее население теряло свой язык, а затем и прочие национальные черты, принимало язык победителей и становилось одной из составных частей новых этнических общностей. Как правило, утратив язык, эти ассимилированные группы забывали даже свое прежнее название и узнавали о нем только через письменную традицию. Нынешние азербайджанцы
также отюреченные потомки части древних племен Кавказской Албании и иранцев Южного Азербайджана. Другие же предки азербайджанцев, принесшие тюркский язык, агузские племена, в свою очередь представляют собой продукт сложного тюркско-иранского синтеза. Пути развития феодализма, 1972 год. Земли нынешнего Азербайджана всегда были многонациональны, но к XVI веку здесь создается настоящий котел из абсолютно непохожих национальностей, как внешним видом, так и лингвистически. Азербайджанский язык становится языком межплеменного общения, что еще больше усиливает ассимиляцию. С каждым последующим поколением язык отцов забывается из-за ненадобности, а основным становится язык повседневного общения в межнациональном обществе. Это следующий этап ассимиляции. Отмечены переселения курдских племен Джибикли и Махмудли в XVI-XVII веках, живших на востоке от озера Ван в Турции, а затем переселившихся в Азербайджан. Переселение курдских племен на территорию Северного Азербайджана продолжалось и в XIX веке. В результате они массами заселили нынешние Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Зангеланский районы. Хорошо известно, что курды по расово-антропологическим признакам принадлежат к индоевропейской расе, а по языковому признаку к ираноязычной семье. Однако особенно важно то, что курды, живущие на территории Азербайджана, хоть и двуязычны, но в отличие от курдов Армении говорят преимущественно на азербайджанском языке. Даже в узком семейном кругу. Многие дети, часть молодежи родного языка вовсе не знают. С полным основанием можно сказать, что формировавшийся новый тюркоязычный азербайджанский народ продолжал принадлежать к большей европеоидной расе. Это верное положение мало кем сейчас оспаривается. Азербайджанцы, этногенез и формирование народа, 1990 год. Даже в конце XIX века наблюдалась значительная многонациональность. В восточной части Азербайджана лезгины составляли 6%, талыши и таты 25%. В будущем большая их часть сменит язык общения и станут азербайджанцами. Вообще тюркская народность Бакинской губернии и в настоящее время продолжает поглощать и ассимилировать менее устойчивые народности, в особенности персидскую. Лучше противостоят ее влиянию, благодаря врожденной им силе и живучести, горские народы, как кюринцы-лезгины. Персидское племя, состоящее из двух народностей, татов и талышин, составляет 25% всего населения губернии. Вслед за иранским племенем по числительности приходится упомянуть о кюринцах или лезгинах. Они составляют 6% общего населения губернии. Списки населенных мест Российской империи. Бакинская губерния, 1870 год. Сейчас многих удивляет, как это возможно, забыть свой язык, но для подобного нужен не один год, обычно это длится несколько поколений. Ваш дед был двуязычным, но больше общался на своем. Ваш отец тоже двуязычен, но из-за сложившихся обстоятельств чаще вынужден использовать чужой язык даже в семье, и вы в конце концов уже вынуждены изучать язык своего деда, если хотите, чтобы ваши дети хоть немного его понимали. У каждого из вас есть знакомая семья, где дед или бабушка общались только на своем языке, но их внуки сейчас уже используют чужой язык, потому что он удобен для жизни. Это обычная ситуация для малых этносов даже в наши дни. Я уже молчу о том, что половина нашей планеты общается на чужом для себя языке и не помнит свой. Легкостью тюркского языка, происходящую от простоты его механизма, можно только и объяснить причину того, что в Азербайджане, несмотря на то, что везде пишут и читают только по-персидски, язык этот совершенно вышел из народного употребления. Каких-нибудь 150 лет тому назад, известный в ученом мире турецкий географ Хаджи Халфа описал Азербайджан в своем Джахан-Нума. Он утверждает, что 1/3 населения Азербайджана говорит только по-персидски. А теперь между обитателями Азербайджана нет ни одного семейства, говорящего по-персидски как на родном языке. Везде в Персии с каждым днем число говорящих по-персидски уменьшается, а число говорящих по-тюркски увеличивается. Газета «Кавказ», 1882 год. К закавказским тюркским языкам принадлежит язык так называемых азербайджанских татар, составляющих главную массу населения восточной половины Закавказья.
Это тюркское наречие, подвергшееся сильному влиянию персидского языка, называется азербайджанским. Простота и доступность сделали его международным языком для всего Восточного Закавказья. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, 1894 год. В 1918 году создается независимый единый Азербайджан. Спустя 2 года он входит в состав Советского Союза. От меня нечасто можно услышать что-то позитивное о коммунистах, но для азербайджанцев все же был один плюс от советской эпохи. Официально титульной нацией становятся азербайджанцы, то есть те, кто уже обладал этой самоидентификацией. Если к моменту создания Советского Союза азербайджанцы составляли около 59% населения, то к моменту его падения доля титульной нации была выше 82%. Как вы уже догадались, это не потому, что азербайджанцы более плодовиты, чем остальные кавказцы, а следствие смены самоидентификации. К слову, после войны талышей официально стали записывать как азербайджанцев и не учитывали по ходу подсчета населения как особый этнос. Это был последний этап ассимиляции. Национальный состав Азербайджана очень пестрый. Преобладающая национальность азербайджанские тюрки составляют 59,6% населения. Кроме того, значительная часть иранцев, живущих в Азербайджане, настолько тюркизировалась, что фактически процент тюрков можно считать выше 60%. Большая советская энциклопедия, 1926 год. Если к этому моменту вы еще не выключили видео, значит вы обладаете уникальной способностью – получать новые знания без эмоций. Думаю, что таких будет не так уж много. Фанаты вселенной кочевников от Алтая до Египта или их злейшие оппоненты, апологеты чистейшего Кавказа, уже поставили дизлайк и пошли писать гневные комменты. Потому мы с вами можем спокойно обсудить существующее недопонимание. В конце видео хотелось бы поднять тему сегодняшних дней и что нам, собственно, делать с полученными сведениями из этого видео. В самом начале я указал на аналогию с англичанами. Как вы понимаете, эти люди живут лучше, чем 90% всего населения планеты, и им дела нет до того, являются они потомками англов, саксов или кельтов. Потому что жить нужно сегодня и думать о будущем, а подобные исследования нужны лишь для того, чтобы пополнять свой багаж знаний и иметь общее понимание, как сложилась та или иная национальность. Не существует ни одной чистой нации, все были сложены из множества племен и общин, довольно часто абсолютно не похожих по своей сути. Более важное значение в наши дни имеет самоидентификация. Будьте вы хоть этническим ханьцем, но если вы живете в Лос-Анджелесе несколько поколений, общаетесь на английском и считаете себя американцем, то вы им и являетесь. Вот это поворот! Подобное существует повсюду, в том числе у нас. Только мы отказываемся замечать, как малые этносы меняют свою самоидентификацию в пользу титульной нации. Это касается как обычных людей в областях, так и знаменитостей, в том числе политиков. И это абсолютно естественное явление, появившееся не сегодня и не 10 лет назад. Ассимиляция была всегда и являлась основой для этногенеза любой национальности. Я убежден, что в комментах под этим видео вы заметите две большие команды из состава диванных войск. Одну мы назовем «Алтайские кочевники», а их главные оппоненты – это чистейшие кавказцы. И те это либо школьники, либо не особо мыслящие люди, им не нужны доводы, у них есть легенды и сказания, более убедительный источник, чем наука. Потому даже не отвечайте на их выпады, это не имеет смысла. Алтайские кочевники убеждены, что они когда-то захватили всю планету, Вселенную, и вот-вот стали бы успешными, но что-то пошло не так, и сейчас их государства почему-то одни из беднейших на Земле и являются пешками в геополитике. По их мнению, тюрки жили везде, где водятся лошади, а они единственные, кто были кочевниками. Не думайте, что это новое явление. Появление этой секты было описано еще 60 лет назад. Термин «тюрки» в применении к азербайджанцам был широко использован историками и идеологами мусаватистов на общем утверждении, что Азербайджан представлял собою некогда пустое место, куда несколькими партиями прибыли разные народы, в том числе и тюрки в совершенно чистом виде, как это особенно расписывали идеологи пантюркизма. Сначала это было тюркское племя агузов, затем сельджуки и так далее. Все эти наукообразные измышления преследовали только одну цель –
Доказать, что расово чистые тюрки с какого-то мифического Алтая прямым сообщением направились в Азербайджан, неся с собой уже совершенно сложившуюся самобытную культуру. Все эти измышления историков разбиваются при первом же столкновении с историческими фактами. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана, 1960 год. Помимо них вы можете заметить так называемых чистейших кавказцев. Они из кожи вон лезут, чтобы доказать, что азербайджанцы ничего общего с ними не имеют, а пожаловали с Алтая. No, God! No, God, please, no! 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 И вообще кавказцы находятся под оккупацией, а злобные кочевники отняли у них землю, ведь это было не так давно, всего лишь 900 лет назад. Возможно, вас удивил тот факт, что эти две команды хоть и состоят в безумной ненависти, но по сути используют одни и те же мифы. Да, они сами этого не замечают, потому что не пытаются услышать оппонента. Их цель — это создать некую общность таких же несостоявшихся, и вот там создается отличная почва для мифологии. Социальные сети стали идеальным местом, где могут кучковаться как великие завоеватели собственных фантазий, так и чистейшие обитатели Кавказа. Потому я попытаюсь объяснить, как все было буквально на пальцах. Последняя попытка. Допустим, живут на Южном Кавказе два соседа, и зовут их Лек и Чулав. Они общаются на одном из лезгинских языков. Дело было 1700 лет назад. В какой-то момент сюда пожаловали сасаниды и установили свою власть. Так уж получилось, что Лек никак не взаимодействовал с новыми хозяевами этих земель и жил в своем селе так же, как и до их появления. А вот у Чулава был скот, и чтобы получить позволение на выпас, ему нужно было ежедневно общаться с наместником сасанидов. Но языка их он не знает, потому вынужден изучить хотя бы основные слова для общения. Видя свое тяжелое положение, Чулав хочет для своих детей лучшего будущего и потому обучает их языку сасанидов. К моменту, как они возмужают, они уже стали двуязычны, что позволяет им занять лучшее положение, чем было у их отца Чулава. Спустя несколько сотен лет потомки Чулава забудут язык отцов и станут полностью персоязычными, так как это позволяет им выжить и обеспечить будущим своих детей. А потомки Лека покинут свои земли и уйдут на возвышенности, не желая платить налоги и служить сасанидам. Их язык хоть и обогатился новыми словами соседей, но все такой же, как и был у Лека. В 7-8 веке на этих землях устанавливается новый хозяин – халифат. Вместе с ним и появляется ислам. Уже спустя несколько десятилетий он делится на два основных течения – суннизм и шиизм. Так получилось, что в Дагестане большинство жителей остались суннитами, а вот на землях нынешнего Ирана установился шиизм. Это еще больше отдаляет потомков Лека и Чулава, так как последние из-за мощного шиитского влияния считаются отступниками от истины. Согласно исламским канонам, для потомков Лека ближе чужие соседи-сунниты, чем потомки Чулава шииты. Мы можем допускать, что уже на этом этапе складываются две отличающиеся самоидентификации до нашествия тех самых азиатских кочевников. И вот уже в X-XI веке сюда постепенно заселяются агузы-сельджуки. Исходя из генетических исследований, мы можем понять, что их было не так уж много, но они появились в очень удобный момент. На обломках халифата точилась междоусобица. Византия отбивалась как от мусульман, так и от католиков. В общем, на Ближнем Востоке не было ни одной силы, кто был готов к массовому нашествию. Это позволяет в считанные десятилетия изменить политическую сцену до неузнаваемости. Потомки Чулава, как и в годы сасанидов, вынуждены как-то учиться жить в новой действительности. Цикл ассимиляции запускается по-новому, и вот спустя несколько столетий потомка Чулава зовут уже Эль-Денис. Он общается на азербайджанском языке, а этнолог из Калуги называет его и его семью закавказскими татарами. Потомки же Лека стали удинами, лезгинами, будухами или агулами. И вот сейчас мы наблюдаем, как отдельные фанатики из лезгин, потомков Лека, называют азербайджанцев, потомков Чулава, алтайскими кочевниками и считают их оккупантами своей земли. В тот же момент фанатики из Азербайджана называют себя завоевателями вселенной и потомками агузов-сельджуков, хотя большинство из них это потомки Чулава, и на самом деле они оказались завоеванными так же, как и лезгины.
Конечно, в этом повествовании очень много обобщений и допущений, но суть его в следующем. Если вам недостаточно того, что все люди являются потомками одного целого, то даже на относительно недавнем опыте в масштабе последних столетий вам было показано, что лезгин и азербайджанец, ненавидящие своих соседей, могут и с большим шансом окажутся довольно близкими генетически людьми, возможно даже от одного потомка, жившего не так давно. Подумайте над этим на досуге. А я напоминаю вам о необходимости поставить лайк и написать под видео ваши впечатления от услышанного. Это очень важно для данного выпуска. Подписывайтесь на канал и высылайте это видео как можно большему количеству людей. Для тех, кто хочет внести свой вклад в наше общее дело, существует возможность помочь каналу финансово или же стать постоянным спонсором. Все ссылки в описании под видео. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.